Итак, какие устаревшие, несуществующие диагнозы есть в акушерстве? Пожалуйста, слушайте внимательно, хотя мы будем на эту тему говорить в других видео, но слушайте меня внимательно, знаете почему? Потому что многих вас удивит. До сих пор врачи используют эти диагнозы, даже пишут их в заключение, что является неправильным, то есть отсталые диагнозы, их уже не используемы. Например, всем известно слово токсикоз. Токсикоз был популярен еще во время моей молодости, когда, если тошнило немножко или рвало, говорили, что это ваш токсикоз. Не используй это слово, потому что токсикоз – это понятие растяжимое. Об этом мы тоже будем говорить при характеристике осложнений беременности, на что обращать внимание или не обращать. Еще другое название, например, токсемия, гестоз, нефропатия тоже такое ставили. И тонус, гипертонус всем подряд сейчас суть на УЗИ ставят тонус, гипертонус матки. Причем пишут гипертонус матки, начинают лечить. Также такое понятие, как резус-конфликт. Не существует такого понятия, как резус-конфликт. Но традиционно его используют всюду. И даже те женщины, которые планируют беременность, потому что они говорят, что мне нельзя беременеть, потому что у меня резус-конфликт. На тему групп крови и резус-фактора при беременности у нас будет отдельное видео. И, конечно же, очень модный якобы диагноз угроза прерывания беременности. Нет такого, вообще нет, не существует ни одного диагноза со словом угроза. И угроза прерывания беременности может быть на любом сроке, не запланировано, без всяких угроз. Поэтому не используем мы слово угроза прерывания или угроза потери беременности. Если врач вам пишет угроза, значит нужно от такого врача быть подальше. Дальше, не диагнозы, именно не диагнозы, а просто неприятное состояние беременности, на которое мы обращаем в ряде случаев внимание. Но это тошнота и рвота беременности. У некрутимой рвоте, как о диагнозе, мы поговорим в другом видео, но тошнота и рвота – это не беременность, это не диагнозы, это неприятные симптомы. Отеки. Беременная женщина может иметь отеки. Почему и как, мы об этом тоже поговорим, но это не диагноз, это всего лишь признак, симптом. Лейкоцитоз, то есть повышенный уровень лейкоцитов направо-налево, это даже такой диагноз ставят, это не диагноз. Гематома – это не диагноз, и лечить гематомы не нужно, они не лечатся, но опять же о гематомах мы будем говорить. Густая кровь. Сейчас так стало модным говорить о густой крови, запугивайте гематологи, даже пишут густая кровь, говорят густая кровь. Но это даже не диагноз, вообще это малограмотно врачу называют состояние крови при беременности густой кровью. Дальше. Даже такие понятия, как генная тромбофилия, на которой модно сейчас обследовать, на самом деле каждый вид тромбофилии имеет свой диагноз, то есть имеется четкое представление, какая именно тромбофилия. И мы не ставим ее по генах, поэтому когда пишут какая-то многофакторная генная тромбофилия, наследственная генная тромбофилия, при этом зная, что в роду никого нет, извините, пожалуйста, это вообще не диагноз, поэтому нельзя баловаться словами, то есть использовать слова, не понимая, зачем ты их используешь. Это я в отношении тех врачей, которые готовы прилепить любой диагноз, любое заболевание беременной женщины, чтобы запугать и потом управлять этой женщиной. Внутриутробное инфицирование плода. Внутриутробная инфекция, она может быть, но как диагноз, это состояние не существует. Потому что если речь идет о внутриутробном инфицировании плода, должна быть конкретика, то есть о чем, каким видом вируса или бактерий, то есть что за инфекция. То есть это герпесное инфицирование, или это цитомегаловирус, или это еще что-то. И каждое заболевание имеет свои признаки, о чем мы тоже будем говорить. То есть не может быть чего-то общего типа и только потому, что, например, взвеси нашли в водах и говорят, что у вас внутриутробное инфицирование плода. Это тоже совершенно неправильный подход. Очень модный и популярный якобы диагноз – это внутренние отеки. Его ставят всем подряд, потому что внутренние отеки, вы набрали больше веса, чем положено, значит, у вас внутренние отеки, нужно срочно их гнать, срочно сидеть на мочегонных, на диете, вообще ничего не кушать. Это самая грубая ошибка врачей, которые выставляют вот такие диагнозы. Стафилококк на носу. Боже мой, как часто это ищут. И дело в том, что вы рожаете не через нос, вы рожаете через влагалище.
и стафилококк в носу не нужно искать. Опять же, мы будем говорить. И, конечно, я заметила, что часто врачи пишут в заключении диагноз с использованием слова «тенденция». Тенденция к маловодию, к многоводию, к чему угодно. Господи, тенденций может быть сколько хочешь, но это совершенно неправильно, потому что если количество вод, например, в норме, то это норма. Если есть меньше или больше, это многоводие или маловодие. Но нет такого понятия тенденции, потому что это вообще как-то говорит о том, что тенденция может идти в разные стороны. Значит, мы не используем слово тенденция, вообще такое размытое понятие в диагнозах. Ну и, конечно, модный диагноз, который тоже ставят направо-налево, это старая плацента, и тут же предлагают целую кучу всяких омолаживающих средств, капельниц и прочее, что является грубейшей врачебной ошибкой. Поэтому фактически вы должны понимать, что мы не используем все вот эти диагнозы в современном акушерстве. И есть, конечно же, осложнения, которые имеют свое конкретное название, конкретный критерий для постановки такого диагноза и, конечно же, конкретное лечение.